Мы имеем сегодня факт подорожания продуктов, и вот Росстат буквально сегодня или вчера опубликовал данные, что официально стоимость продуктов выросла на 20%, по некоторым категориям это 40%, особенно крупы, бобовые, рыба, овощи, соответственно, растительное масло это 30%, хлеб, молоко, процент подорожания был несколько меньше. И сразу увеличение цен, оно практически скоррелировало на снижение объемов покупательской способности населения. То есть рынок, например, по говядине снизился на 42%, то есть население переключилось на белое, более дешевое мясо, да, на ту же птицу. Объем покупательской способности по птице был увеличен, собственно, как и в наше внутреннее отечественное производство. Объем потребления сливочного масла, опять-таки, были уменьшены. По сути, по факту 2015 года объем потребления населения вырос в картофеле, это почти 20%, в свинине плюс 7% и в мясо птицы плюс 6%. А остальные продукты питания закупались меньше, овощей было закуплено на 10% меньше. И многие ассоциации розничной торговли, они подтверждают информацию о том, что средний чек в магазинах снизился. Это говорит о том, что население, в общем-то, не способно покупать столько продуктов, сколько покупало раньше, а согласно данным ВЦИОМа, 63% населения сегодня говорят о том, что вынуждены экономить на продуктах, а те люди, которые всегда стараются покупать продукты из категории дешевых, процент этих людей вырос с 10% до 30%. То есть это вот тот факт, который имеем сегодня. Наверное, у нас сегодня есть причины, по которым рост цен в 2016 году может быть продолжен. Есть и те рычаги, которые на этот рост цен могут влиять. И от того, как государство здесь правильно сработает, наверное, тоже очень многое зависит. Какие причины возможного роста цен? Ну, понятно, что, безусловно, девальвация рубля, и никуда мы от этого не денемся, просто потому что в сельскохозяйственном производстве достаточно много составляющих, которые имеют импортный характер. Это и семена, это средства защиты растений, перерабатывающая продукция, это оборудование, по которому платятся проценты и возвращаются кредиты иностранные. Даже оборудование по фасовке, по сути, тоже у нас все иностранное. Естественно, эти факторы влияют на стоимость. Если мы говорим о каких-то других затратных составляющих, вот даже та же система Платон, да, если у нас будет увеличено взимание каких-то дополнительных денежных средств на людей, которые поставляют продукцию грузовым транспортом, это тоже ляжет опосредованно на себестоимость продукции, на ее стоимость. Соответственно, стоимость электроэнергии. Вот мы говорим сегодня о том, что нам нужны отечественные овощи, и в госпрограмме развития сельского хозяйства предусмотрены средства на овощи закрытого грунта, на теплицы. Да? Это и субсидирование, собственно, инвестиционных издержек, и субсидирование процентной ставки. Но если стоимость электричества для этих предприятий, для этих проектов будет такой же высокой, какой она есть сейчас, а за подключение к электричеству будут требовать деньги, вот нам недавно фермер рассказывал о том, что у него, правда, переработка мяса, у него требуют 1 000 000 рублей просто за подключение электричества, не за ту плату, которую он ежедневно, там, ежемесячно будет вносить, а просто за факт подключения. Конечно, себестоимость продукции нашей овощной там, и какой-то другой, которая связана с этими затратами, не может быть очень низкой. Но если мы говорим о том, насколько стоимость первичной производимой продукции, которая является сырьем, и связана со стоимостью той продукции, которую мы имеем на прилавках, здесь прямой корреляции, безусловно, нет. Стоит отследить путь движения продукции от поля до магазина, и мы понимаем, какое огромное количество посредников в этой цепочке. Это те посредники, которые по дешевке пытаются скупить продукцию сельхозтоваропроизводителей на месте. Дальше идут перерабатывающие предприятия в цепочке, они тоже должны покрыть свою себестоимость и получить какую-то маржу, чтобы заниматься в дальнейшем расширенным воспроизводством. Это те посредники, которые закупают у перерабатывающих компаний и везут в торговые сети. Это тот доход, который должна получить торговая сеть. И, безусловно, все это ложится на цену продуктов. И, наверное, тот факт, что государство пытается как-то влиять, и там определенные проверки проходят, и ФАС этим занимается, уже и прокуратура. Наверное, чисто политически государство будет пытаться сделать так, чтобы на социально значимые товары цены все-таки не росли. Это касается продукции хлебной, это касается молока. Какой-то контроль со стороны государства будет, но этого, безусловно, мало.
Чем больше продукции на рынке, тем больше вероятность того, что цены будут снижены. Но здесь конкуренция нужна не только в объемах, а, собственно, в каналах движения продукции от поля до прилавка, собственно, в той инфраструктуре, которая на это работает. Ну, и мы обычно говорим, вот приводим пример Америки, что это та же кооперация. Крупный бизнес и производство в крупном бизнесе, и производство параллельно на кооперативной основе. Там своя система производства, переработки, движений. И это две альтернативных конкурирующих системы.